Вот такая заставочка. Видите, красиво, все прекрасно. Тишина, пейзаж. Что еще рыбаку надо? Ну, конечно, надо бы еще, чтобы пару щучек выловилось. Всех приветствую на канале Майер, подписчиков, гостей канала. С этим видео я открываю новый плейлист, значит, о рыбалке. Сразу у меня уже есть несколько тем, но я их даже сразу озвучу. Первое, я покажу, как приготовить жерлицы сегодня, да? Как их подготовить, поделюсь с вами своим опытом монтажа. Следующее у меня будет видео, скорее всего, как подготовить ледобур, наточить ножи, какие-то там нюансы. Перевести, значит, на вращение от шуруповерта ледоруб. Помастерим, посверлим, посвариваем. Потом будет видео, скорее всего, сделаю, значит, снегоходы, или как снегоступы из полипропилена своими руками. Ну и потом, конечно, на рыбалку сходим. Ну а дальше уже по ходу будут пьесы, как говорится. Какие-то нюансы, подробности сразу скажу. Я как бы не новичок на рыбалке. Очень долгое время читал «Рыбачьте с нами» журнал. У меня полная вся подшивка есть этого журнала. Как бы на рыбалку ходил. Современные методы ловли как бы знаю. Правда, не всеми ими пользуюсь. Просто отслеживаю и что-то беру полезное из этих вырезок, значит, из журналов. Если вам некогда все это перечитывать, там же, конечно, не все полезное в этих журналах. То есть, вот такая выжимка будет в моем плейлисте. Буду рассказывать, показывать рыбную ловлю, монтажи, оснастки и все прочее. Ну, давайте сегодня займемся тогда, как оснастить жерлицу. Значит, можно сделать самодельные жерлицы, я не против. Но мне проще, это недорого, купить. Когда цена реальная, да, не зашкаливает, я ничего сам руками не делаю. Тогда берем магазинные хорошие жерлицы. Вот тут набор, сразу идет вот в таком вот, видите, кейсе тряпочном. Очень удобно, все компактно, все вмещается сюда. Ничего мастерить не надо, потому что это все недорого. Продается в каждом магазине. Значит, тут, по-моему, раз, два, три, четыре, пять, ну 10 жерлиц идет в комплекте. Значит, они у меня пролежали год. И теперь, если идти на рыбалку, надо посмотреть, что с ними. И заодно покажу вам, как я оснащаю. Так, возьмем вот эту площадку одну, достанем. Все, не будем доставать. Да, ну тут все поперепуталось, естественно. Естественно, все перепуталось. Как-то на хранение положил я не сильно-то удачно. Так, ну давайте на выбор возьмем любую. Это на катушку, значит, наматываем любую леску. Ну, у меня тут в частности, наверное, 0,25 миллиметров леска. В зависимости от водоема, у меня где-то метров 10. Метров 10, да? Какой есть недостаток, значит, у этой жерлицы? Когда она вращается, вы просто это вращение можете не заметить. Поэтому я здесь несмываемым фломастером нанес вот такие вот риски. Чтобы движение как-то было видно. Как вращается круг. Если она однотонная, можно и не заметить. Так видно. Потом далее можно использовать вот такие, как бы, заводские поводки. Я их и использую. Мне кажется, без разницы, какие поводки. Если щука голодная, если щука активная, она хватает с любыми поводками. Но еще также я вам посоветую делать поводки
из флюорокарбона. Сейчас я не знаю, посмотрю, есть у меня тут флюорокарбоновые. Как бы вот это может быть. Сейчас. Так. Так, это заводское. Ну, флюорокарбоновый просто. Вот так делается косичка, вот так вот, видите, вот так связывается она. Вот так скручиваете. Вот, сплетается. А сюда вертлюжок. Так. Смотрим, значит, лучше поставить вот здесь, вот если грузик у нас, да, какие-то ограничители. Вот видите, на определенной высоте, где-то сантиметров 20, подвешиваем, но там можем уже регулировать. Грузик нам поднять или опустить. Резиновый стопор ставим. И можем, значит, это. Ну, и здесь у нас получается, я ставлю двойной крючок. Это уже как бы оправдано. На двойной зацепляется очень хорошо. Двойной крючок. Здесь у нас обязательно должен вертлюжок, чтобы не перекручивалась леска. Вот такой монтаж. Вес вот этих, ну тут 10-граммовый стоит. В зависимости, что вы будете использовать в качестве живца. Если у вас крупный живец, то и надо, соответственно, и грузик побольше. Если у вас тут болтается небольшой чебачок там или окушок, то можно и грузик поменьше. Ну и также смотреть, какое течение. Все это в зависимости подбираете. Ну, стандартно я везде поставил 10 грамм. Это как бы универсальный груз. И, в принципе, достаточно в большинстве случаев. Здесь вот так вот мы накручиваем. Обязательно одеваем резинку. Видите, как легко и просто получается. С резинкой раз и все. Вот она уже готовая. Давайте проверим площадку. Все-таки на рыбалку же идти. Надо все осмотреть. То есть вот она вот так сюда вставляется. Отлично. Не знаю, что я тут кромсал. Ну, наверное, когда лед отбивал, выбивал изо льда, вот видите, повредил везде. Так. И сверху, значит, флажочек ставится. Флажок устанавливается вот этим подгибом крайним. Можно менять усилие после того, как щука схватит и у нас раскроется. Ну вот она вот так выстреливает. То есть, ну так вот жерлица собрана, в принципе. И все по такому плану собираем. Так. Проверяем. Потому что на рыбалке некогда проверять. Надо перед рыбалкой все проверить. Флажки проверить. Все досконально. Так, 4 уже есть. Ну, в принципе, уже и достаточно. Так, ну прибыл я, значит, на место рыбалки. Вот омут. Значит, вижу тут лыжная тропинка. Значит, этот омут посещает. Поэтому рыба здесь зимует обычно в омуте. И 5-6 с одной точки обычно я достаю. Но так как присутствуют лыжники, гарантии нету, что я что-то поймаю сегодня. Посмотрите, зимой какая красота
Тишина. Что-то с утра даже птички не чирикают. Тишина вообще. Солнце вышло. Елки в снегу. Места тихие здесь. Ну и сюда человек добрался, я вижу. Когда работает жара. Поехали. Чтоб ножи не замерзали, вот. Засверлили и так оставили. Ну что, теперь выставляем жерлицу. Ставим жерлицу. Проверяем, сколько до дна у нас. Опускаем грузик. Дно. Делаем 3 раза обороты катушкой. Тем самым выбираем от дна где-то с полметра. В качестве живца я использую мойву. Проверенная рыбка, она очень хорошо пахнет, такая запашистая рыба, как селедка. И в воде хорошо распространяется запах мойвы. Ну все, сейчас тогда выключаю. Если щука поймается, включу, запишу процесс ловли. Итак, друзья, прошло часа где-то 3. Жерлицы молчат. Ни одна не сработала. Но я думаю, что дело даже не в наживке. Просто если есть щука, она сейчас не активная, не охотится. Или выходит по каким-то определенным часам. Но я вот заметил, где-то часа в 3 дня выход у щуки. Сейчас где-то около часа. Я дожидаться не буду клёва. Можно потом просто прийти сюда с балансирчиком. И балансирчик, он более активно играет и более привлекает щуку, чем жерлица. Жерлица это такая ленивая ловля. Основана на ожидании.
В общем, ждать мне некогда, у меня сегодня еще есть планы. Поэтому я сейчас жерлиц сниму. На этом у меня все. Спасибо за просмотр, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, заходите на канал. Ссылка в описании. Выбирайте, еще что-нибудь смотрите. Около сотни видео уже есть на канале. Так что выберите, что еще посмотреть. Всем пока, это был Майер.